Всем привет! С вами Елизавета Манина, и это видео о том, что было со мной последние 2 года, даже уже можно сказать больше, чем 2 года. Я буду пользоваться своим телефоном, точнее своим инстаграмом, потому что, наверное, за весь этот период единственное место, где я постоянно что-то выкладывала, как некие хроники моей жизни, это был Инстаграм. Поэтому мне будет проще, основываясь на нем, вспомнить и рассказать какие-то такие вехи, скажем так, которые происходили со мной в этом промежутке времени, в эти 2 года. Потому что я, честно говоря, не умею снимать видео формата говорящей головы, там заранее написать какой-то специальный сценарий, по нему там читать и читать его, говорить, как-то готовиться. Я думаю, что импровизация самая лучшая. Все как есть, своими словами и что помню. Что ж, где-то, да, 2 года назад я пропала с канала. Не то чтобы я, в принципе, его часто вела, но тем не менее, так или иначе, какие-то видео выходили. Не очень часто, но даже какое-то, да, у нас собралось комьюнити 500 человек. Это было очень здорово, мне очень нравилось, отзывчивость моей аудитории. Мне, в принципе, нравилось снимать видео, но потом, как я уже говорила, да, мой монтажер ушла из работы монтажером, да, и, соответственно, у меня все как-то закончилось. И в этот же момент как раз в моей жизни стали происходить некоторые изменения. Наверное, чтобы объяснить, да, надо рассказать одну важную вещь, которая произошла со мной не 2 года назад, а очень-очень-очень давно, когда мне было 13 лет. Именно в этом возрасте я посмотрела фильм «Мулен Руж», в главной роли в котором играет Николь Кидман. И после этого меня как ударило по голове, что я хочу стать кинорежиссером. Именно тогда я определилась, что это будет мой путь. Не актерский, не какой-то еще, а именно режиссура. Ну, дальше жизнь сложилась так, как сложилась. Я не буду вдаваться в эти подробности, потому что сейчас видео не о всей моей жизни, да, а о том, что было последние 2 года. Но именно этот фактор, он объяснит вам многое дальше. В конце, получается, ноября 2022 года, точнее, чуть-чуть ранее, это, наверное, даже октябрь, перед Хэллоуином, мы с Катей решаем, что почему бы нам не отметить Хэллоуин. Все-таки мы в Америке, это традиция, которая здесь постоянно, это праздник, который здесь традиционно отмечают. И мы решили стать частью его по-настоящему, придумать костюмы и прочее, прочее. И почему, опять же, это рассказываю, это тоже немножечко повлияет на дальнейшую ситуацию. И, в общем, мы идем в магазин, покупаем, находим там костюмы, определяем, кто кем будет. Я решаю быть кроликом. И, ну, в общем-то, все, выбрали костюмы, все определились, и мы решаем, что мы будем отмечать Сан-Франциско. Далее я еду в Сан-Франциско, чтобы встретить Хэллоуин, еду по красивой дороге. Эти видео, кстати, есть на канале. Это еще те видео, которые еще вот как раз последние, когда я еще их выпускала. Пока еще мы работали с моим предыдущим монтажером. Я еду по красивейшей дороге, вдоль океана, вижу красивые пейзажи, обо всем рассказываю. Мы приезжаем, отмечаем Хэллоуин, очень прикольно получилось. Я в костюме кролика, такого кролика-убийцы. Катя в костюме черта, дьявола такого вот. Ну, тоже вы сейчас все это увидите на экране. Да, ну, собственно, и все. Мы отметили, и я поехала назад в Оранж Каунти, где я тогда жила. И, ну, собственно, все, работа, дом. Но все это время я мечтала, ну, как не то, что я мечтала, я часто возвращалась к тому, что вот я в Америке, и как же хочется начать снимать кино, пойти учиться снимать кино.
потому что, ну, я не тот человек, который пойдет, посмотрит пару видосов и пойдет снимать, и все, у меня фильм, я там крутая, там, то все, нет. Я считаю этому процессу, у каждого процесса есть техника, и сначала нужно научиться технике, а потом уже импровизировать. Это мое сугубо личное мнение. У меня не было никакой вообще идеи в целом, как снимается кино, особенно... Я много знала о том, как пишется сценарии, ну, какие-то поверхностные вещи, опять же, о том, как снимается кино, я тоже, естественно, знала, но я говорю о самих технических процессах, скажем так, наверное, больше об этом, таких внутренностях, которые, наверное, ты все же по-настоящему можешь узнать только когда ты идешь и учишься этому, когда ты в процессе всего этого. Соответственно, я очень много об этом думала, что я хотела пойти в какую-то киношколу, но стать здесь, пойти учиться до режиссера, здесь стоит больших денег. Пойти, в принципе, получать кинообразование, каких-то направленных на это вузах, это тоже образование стоит здесь очень дорого, высшее. И, соответственно, я понимала, что у меня нет шансов. На тот момент я понимала, что нет, я не найду столько денег за все это заплатить, и параллельно мне все равно нужно было работать, да, мне не 15 лет, плюс я нахожусь в эмиграции, то есть, ну, как бы, сами понимаете. И периодически на меня нахлынуло, я смотрела какие-то образовательные учреждения, видела их цены, даже с учетом выигрыша грантов, все равно это было супер дорого для меня. Соответственно, каждый раз я просто расстраивалась и хранила эту идею все глубже и глубже, да, куда-то в ящик. И от этого мне становится все более грустно, да. Потом как-то это уже было середина декабря, я просто листала ленту Фейсбука перед сном. Ничего особенного, ну, как многие из нас это делают, да. И случайно наткнулась на пост кого-то, кто спрашивал, куда бы можно пойти получить какое-то образование, приближенное к кино, связанное с кино и так далее и тому подобное. Я увидела, что там есть какие-то комментарии, пошла посмотреть эти комментарии, и там рекомендовали колледж Лос-Анджелеса, где есть отдел, департамент, по-русски это не департамент, конечно, это направление, отдел, наверное, да, факультет, да, который посвящен кинематографии. Я пошла смотреть, что там да как, и выяснилось, поскольку это колледж городской, то есть, скажем так, как сказать, государственный, наверное, да, то есть его поддерживает. То есть ты можешь пойти туда за минимальные деньги, пойти учиться. Я увидела вполне адекватные цены, и что я могу туда попробовать поступить. И я, недолго думая, переспала с этим ночь и просто решила поступать. Так, собственно, я и поступила, отправила все документы, заполнила все анкеты, все меня рассмотрели и приняли. Все это заняло там дней, ну, больше, наверное, 10, может быть, даже меньше, я уже не помню, это было довольно давно, как вы понимаете. Это, да, декабрь 2022 года. И в колледже все, я поступила. И сначала я думала, что я пойду и просто поступлю на курсы. Получу какой-то сертификат и буду думать дальше. Но потом я стала углубляться в программы и поняла, что я могу получить хорошее среднее специальное образование в области кинематографии, и параллельно с ним могу также получать сертификаты более узконаправленные, такие как та же самая режиссура, production assistant, я даже не знаю, как это по-русски, помощник, наверное, на съемочной площадке, но они есть и не только на съемочной площадке, это тоже, я не буду вдаваться в подробности, кстати, этот сертификат я уже получила, я отучилась на production assistant, и параллельно, да, я учусь кинематографии, и сейчас в процессе я получаю, точнее, образование в области режиссуры. То есть это все входит в большой такой спектр, скажем так.
Тогда я думала, что, может быть, я просто подучусь на небольшой сертификат, но дальше я подумала, ну а что мне терять, почему только сертификат? Я всю жизнь хотела, это моя мечта, я всю жизнь хотела учиться кинематографии, стать режиссером. Поэтому, подумав еще неделю, я дала заявление и перевелась в колледж на то, чтобы учиться, получать среднее специальное образование, ну, так бы это, наверное, получало по русским меркам, по российским стандартам. И все, 2 основных семестра, которые идут с февраля по начало июня и с конца августа, начала сентября до середины декабря. И между ними есть промежуточные семестры, которые не обязательны, но по желанию там можно тоже брать какие-то предметы. Это январь, самый короткий небольшой семестр. Если есть какие-то классы, которые можно уместить в 1 месяц, они его умещают, и ты можешь взять, скажем так, ускоренную программу за месяц чему-то, ну, не самым сложным каким-то вещам, тоже параллельно пройти какой-то класс, обучиться. И летом, соответственно, в летний режим то же самое. Эти 3 месяца тоже есть какие-то небольшие классы. Поэтому я, поступив, когда меня приняли, я решила сразу взять один из классов в моей программе. Это был январь 2024 года. Это был мой самый первый предмет, такой, который вводит тебя, все начинается, да, скажем так, теории. И это был предмет по жанрам в кинематографии, какие они есть, чем они определяются и так далее и тому подобное. В конце мы писали эссе, как экзамен. Я помню, это мое первое эссе в Америке. Это было жестоко. Во-первых, я не знаю стандартов, как пишется эссе. Тогда не знала стандартов, как пишется эссе в Америке. Во-вторых, это все было на английском. То есть какими моментами я столкнулась сразу. Во-первых, это был интенсивный класс, потому что это был этот семестр январский, всего 1 месяц, и то, что я проходила на протяжении 4 месяцев, здесь умещалось в 1 месяц. Соответственно, часов занятий и времени на домашнюю работу было в разы больше. Во-первых, я столкнулась из-за языка с тем, что очень многие моменты, то есть какие-то термины, их было очень много, которые имеются в кинематографии. Я их не знала ни на русском, ни тем более на английском. То есть мне надо было находить в словаре не просто перевод, но еще в целом значение, что это значит в кинематографии, каких-то вещей. Во-вторых, конечно, весь материал идет на английском, все лекции на английском. На тот момент мой английский был он был неплохой, но он был хуже, чем сейчас. И, конечно, это было такое, как собственноручно, если ты не умеешь плавать, ну так, ты немножко пробовала, и родители тебя поддерживали, да, пока ты плывешь, а тут ты просто, да, все нормально, прыгаю в воду, научусь как-нибудь. Тебя не бросают, ты сама это делаешь. Вот примерно то же самое было со мной в этот первый месяц, и, можно сказать, даже в первый год. И да, сразу скажу, что по поводу английского языка в Калифорнии приняли такой закон буквально, я не буду врать, но, по-моему, в 2009 году, но это не 100% информация, но я знаю, что этот закон есть, и, собственно, почему в колледже я смогла пойти сразу на предметы, которые уже по кинематографии, а не идти сначала на английский. Вообще, по правилам, раньше было как? Если ты иностранный студент, точнее, неважно, резидент, ты даже, может быть, ты американец с паспортом, неважно, но твой язык не английский, какой-то еще, да, твой родной язык. Соответственно, ты сначала сдаешь специализированный тест по английскому языку, и либо ты его сдаешь и допускаешься сразу до всех предметов, полностью до своего курса, либо ты идешь по уровням английского языка, отучиваешься в этом же колледже, он все тебе это дает, и сдаешь нормативы. Ну и потом, когда все этапы английского ты сдала, отучилась, ты уже можешь идти по своей профессии учиться. В 2009 году этот закон изменился для Калифорнии, и студенты, желающие начать
этап обучения сразу с обучения своей профессии в колледже, имеют на это право. Ну, поэтому, недолго думая, я бросилась в омут с головой и начала сразу с профессии. Так что это было очень занимательно. Но, с другой стороны, это очень сильно продвинуло мой английский. Да, меня на все уходило в 2 раза, да я думаю, даже в 3,5 раза больше, чем у других людей, знающих английский или просто американцев. И это было такой большой челлендж, но это в разы улучшило мой английский. Просто просто вот результаты пошли буквально через пару-тройку месяцев, и с каждым месяцем они просто стали улучшаться. Так что так прошел мой январь 2024 года. Я сдаю первый экзамен в виде эссе. И сразу же после окончания этого семестра начинается основной в феврале, длится он до начала июня. Я очень амбициозно, поверив в себя, взяла сразу 3 предмета.